Приветствую вас на канале Сокровища Черногории. Сегодня мы немножко пройдемся по старому городу Будва. У нас конец июня. Время близится к обеду. Довольно тепло, около 30 градусов. И я хотел в этом видео ответить на вопрос. Когда-то я уже отвечал, но это было давным-давно. На YouTube-канале отвечал по вопросу, что посмотреть в Черногории, особенно если вы приезжаете в первый раз. Итак, в этом вопросе Черногория довольно разнообразна в вопросах, что посмотреть, и может подойти людям с разными вкусами. Во-первых, Черногория – это, конечно, красивая природа. Поэтому тем, кто любит природу, есть что здесь всегда посмотреть. Во-вторых, Черногория – это также история, старые города. Поэтому тем, кто любит историю, старинные города-крепости, тоже есть чем здесь заняться. И в-третьих, это также старинные монастыри и история православия. Кто любит посещать такие места, здесь, конечно, тоже есть на что посмотреть, что послушать, что узнать. Также Черногория, естественно, это море и пляжи. Соответственно, морские прогулки, яхты тоже подходит для такого времяпрепровождения. Но это я так в основном. Теперь давайте по конкретике. Если вы отдыхаете в Черногории впервые, я бы рекомендовал рассмотреть такие варианты. Первое. Вариант я называю, естественно, не в каком-то порядке, в котором надо смотреть, а просто как вот вспоминаю и говорю. К примеру, первый вариант – это Которский залив или Бока Которска. Что там можно посмотреть? Во-первых, старинный город Котор. Это как раз Которский залив, не про православие больше, а про христианство. Плюс самый красивый залив Черногории и вообще Адриатики. Это рукотворные острова. Точнее, рукотворный остров. Острова их два, Гош-Палот-Шкарпела, но рядом еще Святого Георгия остров, он не рукотворный, и он закрыт. А вот на рукотворный остров можно попасть на лодочке. Это замечательный город Перест. Топоромная переправа, идти от порта Монтенегро. Самая красивая большая яхтенная марина Черногории. При желании, опять же, из Котора можно покататься на скоростном катере и посетить Голубую пещеру, Голубой грот. Плюс, по желанию, можно посетить устричную ферму. Их там много разных на выбор, от довольно известной среди русскоязычных устричной фермы Милоша, недалеко от Переста в Дражен-Вырт, так и куча других. Это первое направление. Второе направление – это юг побережья, это старый город Бар. Это музей под открытым небом, полностью нежилой, так сказать, город с очень интересной историей. Это старинная олива, дерево, которому больше 2000 лет. Это старый город Улцинь. И, как вариант, Велика плажа, большущий пляж вулканического темно-серого мелкого песочка, 13 километров, где можно после посещения этих двух городов поплавать, а затем посетить ресторан на реке Баяна. Рестораны прямо на реке, и блюда там как морской кухни, так и речной, рыбной.
Третье направление – это, как говорят, мини-Монтенегро тур. Это Цетинье, историческая культурная столица Черногории, которую, кто смотрит сейчас мой канал, в этом году увидел мою прогулку по нему. Рядом с Цетинье есть Липская пещера, можно посетить. Сталактиты, сталагмиты, прохлада в самую лютую жару. Из Цетинья и Цетиньского монастыря, одного из самых почитаемых монастырей Черногории, можно поехать в национальный парк Ловчин, подняться на гору Ловчин к мавзолею Петра Петровича Негоша. И оттуда в деревню Негуши, в родную деревню династии Негошей, правителей Черногории, где можно продегустировать и купить негушский прошут, сыр, домашнее вино, ракию, мед. И по самому красивому черногорскому серпантину, Которскому серпантину, спуститься вниз. Следующее, кто отдельно любит посещать монастыри, обязательно стоит посетить Острог, где находится мощи Василия Острожского, чудотворца. Некоторые к этому как раз добавляют просто как в одну поездку. Это Цетинский монастырь, Острог и, возможно, главный храм православной Черногории в Подгорице, храм Воскресения Христова. Следующий вариант – это Скадарское озеро. Опять же, если кто смотрит мой канал, уже должны были увидеть видео со Скадарского озера, с реки Цернаевича. Это Верпазар город, река Цернаевича, соответственно, и покататься на лодке. Либо на более медленной по Скадарскому озеру, либо можно на скоростном катерке по заводям реки Цернаевича. Следующее, что стоит посмотреть, это север Черногории, Дурмитор. Вообще я его, конечно, рекомендую смотреть 2 днями, но можно и короткой относительно короткой однодневной поездкой. Что там смотрят? Если особенно 2 днями, можно заехать в национальный парк Биоградская гора, к Биоградскому озеру, ледниковое озеро на высоте больше 1000, около 1100 метров над уровнем моря. Это, естественно, очень красивый каньон реки Тара, знаменитый мост Джурджевича на реке Тара. Это национальный парк Дурмитор, Черное озеро, город Джабляк, проезд через весь горный массив Дурмитор, через перевал в Седло и посещение Пивского монастыря и виды по серпантину на Пивское озеро, рукотворное озеро Черногории, 46 километров длиной, 230 метров глубиной. Это вот то, что прям с чего надо, на мой взгляд, начинать знакомство с Черногорией, вот эти направления. Если вы приехали на подольше, или уже были в Черногории и вот это вот видели, тогда, конечно, есть смысл добавлять поездки, возможно, в Дубровник, Хорватия, в Боснию и Герцеговину, Республику Сербскую, как короткая поездка в город Требине. Город Требине, монастырь Твырдаш, так и более расширенную версию с водопадом Кравице, с поездкой в Мостар, в Релабуна посмотреть исток, заехать в Благай, посмотреть на Текию Дервиши. А если с 2 днями, то можно и в Сараево, столицу Боснии, попасть. Также можно съездить в Албанию, там, как опять же, есть короткие маршруты в город Шкодер, так и более длинные до Тираны, Эльбасана. Если на несколько дней, можно съездить и в Северную Македонию, до столицы Скопье или только до города Охрид на Охридском озере, посетить монастырь Неум.
Можно съездить в Сербию. Ну, в Сербию до Белграда, конечно, далеко будет, но поэтому в Сербию можно съездить, к примеру, до монастыря Милишева, Приеполе и захватить частично север Черногории тоже. Если же хочется еще что-то посмотреть именно в Черногории, а не в соседних странах, из того, что я вначале сказал, вы все уже видели, то опять же рекомендую, это Грыло Соколова, это горы Комови, озеро Плав. Это, можно сказать, на северо-востоке страны находится. Очень красивые природные места. Поэтому, как мне кажется, что тем, кто приезжает первый и даже второй раз, основных маршрутов я озвучил достаточно. То есть вот это все, что я сказал, хотя бы за несколько раз посещения Черногории обязательно стоит посмотреть. Рекомендую. В всяком случае, всем моим гостям все эти маршруты нравятся не меньше, чем мне. Сколько я возил своих гостей по ним, все оставались очень довольны. Ну что же, наша сегодняшняя такая небольшая просто прогулка по старому городу Будве подходит к концу. Если интересно, могу снять свежую прогулку по Будве именно с экскурсионной, так сказать, частью, с рассказами про этот город, про историю. А на этом у нас сегодня все. Если видео понравилось, можете поставить лайк. Если не подписаны на канал, подписаться. Если есть вопросы по отдыху в Черногории, под этим видео есть ссылка для связи и мой сайт. И на этом все. До встречи в Черногории на моем YouTube канале. Будьте здоровы и всего доброго.